Выкройка строится очень просто. Берете куклу и вот так, примерно так обводите и длину, какую бы вы хотели. Да? Серединку. Нашли серединку. Вот это практически будет уже готовая выкройка. Тут сгиб. И вот так, в общем, вот я построила. Вот, видите, я ее чуть подальше сделала. И, да, шею вот здесь вырез побольше сделала. Это у нас будет идти взад, а здесь будет спереди. Так, вот она получилась. Вот она такая. И вот тут планочку я просто вот таким вот образом, вот видите, она убирается. Планочка, чтобы ее можно не убирать, эту планку, можно убирать. То есть вот таких две детали. Одна спинка, вот такая, с меньшим диаметром выреза. И другая полочка. Но вот тут у них одинаково. Вот. Пальто, хочу вам сказать, шьется проще пареной репы. В принципе, я выкройку построила за 3 минуты. Теперь мы обводим подкладочку. Она у нас будет, не она, а пончо. Пончо на подкладке будет. Так, сейчас где-то еще одна деталька. Вот эта деталька я прям взяла, вырезала. Так, сейчас скажу вам, сколько она сантиметров. 3 сантиметра. Приклеила клеевую. Заутюжила вот так сгибом вот сюда. И это у нас будет с вами планочка такая. Планочка вот сюда к пальто. Для этого пальто вот эта планочка идет. Это вперед. Это у нас задняя часть. И вот таких 2 передних половиночки. 2 полочки. Сейчас мы тоже вырежем. Главное ножницы отыскать. Припуски мы здесь не даем, потому что мы ее уже вот на этом припуске у нас есть, а здесь у нас просто уже готовая. Не, лучше так вырежем, чтобы попасть по линиям. И осталось нам соединить это все, пришить пуговки, прометать петелки, и готово. И как здорово, когда вот все подходит друг к другу. Меня прям потянуло делать такой вот ансамбль. Ансамбль. Вы уже видели, наверное, да? Кепочка. Сейчас у нас будет такое же пончо. Прям вот хочу делать что-то такое интересненькое. Дальше берем полочку. Также прикладываем, обводим и вырезаем. Детальки махонькие, поэтому я вырезаю прям так на руках, не скалывая иголочками. Так вот проверяем. Здесь я сделаю чуть побольше. И я думаю еще сюда воротничок сделать. Так, вот у нас идет половиночка. Вот такая вот сюда. Для того, чтобы ее пришить, мы сначала уголок вот так вывернем. И вот таким образом вот здесь прострочим. Прям вот здесь по краю. Срежем лишнее. Сейчас я покажу вам. И вывернем опять. С этой стороны мы то же самое делаем. Прям уголочек. Вот так прострачиваем. Вот так вырезали. То есть вырезаем. Срезаем лишнее, в общем. Вот таким вот образом. Выворачиваем. Вот у нас такая планочка будет. У меня ткань очень сильно сыпется, поэтому я прям тихонечко ножничками выворачиваю эти уголочки. Вот так практически. Теперь идем на утюг и заутюживаем это дело. Вот что у нас получилось. Лишнее убираем, срезаем. И теперь, смотрите, нам надо, чтобы она у нас попала вот сюда. Вот таким образом. То есть все равно пополам мы ее делаем и разрезаем. Прям вот так, чтобы они были одинаковые. Вот здесь так раз. Не бойтесь. Режем.
Теперь собираем полочку. Вот эту мы притачиваем к этой стороне. Причем, чтобы вот так осталось у нас. Прям вот таким образом. Здесь маленький такой. Мы его вот так отогнем потом, когда будем с подкладкой соединять. Можно даже сразу соединить, в принципе. Ладно, потом. Сейчас мы вот это пристрачиваем к полочке. Эту сторону и вот эту сторону. И потом вот так заутюживаем. Вот таким макаром. С макаром. И вот что у нас получилось. Я вот это туда заутюжила. Чуть черненькое. Значит, припуск я сделала очень-очень махонький. Где-то миллиметра 3 даже. Меньше, чем 5 миллиметров. Потому что, ну, это детская такая кукольная одежда. Зачем тут городить что-то большое? Прям вот капельку-капельку. И у меня вот этот получился где-то сантиметр. Сантиметр и миллиметр. Ну, сантиметр, чтобы получился он у вас. Теперь у нас вот это получается планочка, которая будет у нас застежечкой. Можно померить на куклу. Вот таким образом. Длинное не хочу делать. Прям вот здесь сейчас подогнется. Такой он у нас будет. Так, дальше. Теперь все остальное совсем просто. Теперь мы берем, соединяем спинку с полочкой. Потом делаем воротник. И все, девчонки, готово. Сейчас мы сразу подкладку соединим тоже вот таким вот образом. Вот здесь вот. И здесь мы сейчас соединяем. Я думаю, строчить я не буду при вас. Вы понимаете, да, что просто вот так строчку проложить. И на утюжок. Вот это лучше всего разутюжить будет. Прям в разные стороны. А теперь, вот я стачала все. Вот это вот я разутюжила. Все, конечно, лучше отстричь. Все нитки, чтобы не мешались. Здесь я заутюжила, потому что тоненькая подкладочка можно заутюжить. Вот тут сейчас заутюжу тоже. И смотрите, что у нас получается. Давайте померяем на куколку. Вот так мы сюда заводим. Заводим. И получается вот такой у нас вот такая накидочка получается. Вот здесь можно, кстати, вот так заузить, чтобы она так не торчала. Прям вот так. А можно ничего не делать. В принципе, тоже хорошо. Так. Дальше мы едем. Сейчас я вам скажу, что я буду дальше делать. У меня такая маленькая хитрость. Я хочу сделать воротничок из кожи, чтобы его не обтачивать, чтобы вот не сыпящийся край, да, мы сейчас просто этот воротник нарисуем на коже, чтобы было здорово. Смотрите, складываем вот так пополам и берем, можно ручкой, можно карандашом. В общем, нам надо, чтобы получилась вот такая вот деталь, заканчивающаяся вот именно вот здесь. Так, где заканчиваться будет? Если мы стойку сделаем, то вот здесь должна заканчиваться. Но мы делаем не стойку, а отложной воротничок, поэтому он тоже, в принципе, будет здесь же заканчиваться, потому что у меня идет вот здесь шов не закрытый. В общем, вот таким вот образом мы рисуем. Вот таким образом. Тут сгиб. И насколько он будет? Ну, вот так. Сантиметра 2. Пум-пум-пум. Тарам-пум-пум. Так, это я сейчас стойку ведь нарисовала. Это же стоечка у меня. Мне надо, чтобы он был вот таким вот образом лежал. Вот так вот сюда. То есть вот так будет он. Вот так идти. И вот сюда выходить. Сейчас вырежем и посмотрим, что это получается. Вот именно такой.
Можно скруглить края, можно так оставить. Тоже все на усмотрение. Не хочет резаться, делаем тогда таким. Вот я сейчас даже вот так сделаю, побольше чуть-чуть. Теперь складываем и второй слой вырезаем. Эксперимент. Так, теперь одеваем, закладываем и одеваем воротник. Туда его и вот сюда. Вот такой у нас будет воротник. Большой. В общем, я его сделаю, наверное, чуть-чуть пониже и вот сюда отправлю. Вот. Вообще нормально, в принципе, да? В общем, сейчас подумаю, как и лучше. Все равно я его сделаю не таким острым. Вот так. Вот сюда срежу. Закруглю и срежу. Так. То есть вы поняли, да, что можно все менять прямо на кукле. Даже можно ее убрать и воротник приложить вот сюда. И получится вот такой воротничочек. Притачиваем мы его очень просто. Таким вот образом. Он у меня короткий получился. Я хотела вот отсюда, чтобы он шел. А он у меня вот отсюда пошел. Вот так. Так. Тогда надо будет вот здесь обработать чем-то. Руками, наверное. Хотя можно и вот такой же штучкой сделать. Планочкой вот такой. Да, так и сделаем. Прям возьму. Можно приклеить, а можно просто вот так. Вот, а тут пойдет воротник. Вот так. Будет очень даже интересненько. То есть нам надо обработать этот конец. Либо вот так подшить. В общем, приклею вот такую небольшую планочку я приклею. Так, как ее вырезать? Видите, все на ходу придумывается. Вот так я ее вырежу. И вот так вот я ее приклею сюда. Пришить можно, но кожа лучше. Она очень хорошо приклеивается. Вот так. Вот у меня уже тут разлезается, потому что ткань очень тонкая. Вот так пришиваем воротник. Мы его сразу будем с подкладкой соединять. Все. Вот таким образом мы соединим. Подкладка у нас пойдет притачиваться вот сюда. Вот к этим сторонам. Так. И по низу потом так. Прям по низу. Потом мы выворачиваем. Вот так пришиваем. Так. Вот, смотрите. Значит, прям вот так пришиваем по кругу. Вот отсюда. Вот тут пошли по низу. Пришиваем. И пришли вот сюда. Вот сюда. А вот тут вот закончили. Можно прям иголочками вот таким образом все сколоть. И вот так по кругу пришиваем. Воротник у нас пока остается не удел. Пока мы его не трогаем. Я прошила по кругу. Подкладочка. И вверх. Вот это сейчас я разутюжу. Здесь я уголочки срезаю. Все нитки, все вот это вот я отрезаю. Оставляю 0,4-0,3 миллиметра.
Если у вас ткань сыпется, как у меня, то можно чуть побольше оставить. Теперь мы выворачиваем. Так вот, выворачиваем и смотрим, что мы имеем. Куда мы пришли. Тихонечко, уголочки. Очень тихонечко. Вот сюда вывернули. Вот у нас что получилось. Аэродром. Это шутка, девочки. Теперь нам надо, смотрите, либо выметать, либо пальчиками вот так вот. Смотрите, выметываем мы таким вот образом. Просто покажу. Вот здесь мы оставляем миллиметрик, чтобы подкладочки не было видно. Это я потом выну ниточку. И вот так вот назад иголкой мы идем и выметываем весь край, весь низ. Вот у нас тут получается не видно подкладки. Я сейчас пойду сразу на утюг заутюжу. И можно и отстрочить низ, можно не отстрачивать. Вот, смотрите сами. Дальше. В общем, мы с вами неправильно сшили с самого начала. Надо было вот здесь уголок закрыть и здесь закрыть. Тогда бы мы не мучились. Мы бы сразу бы подкладку бы пришили. И здесь бы ничего бы вот такого вот не делали. Да? Но теперь нам надо это сделать, закрыть. Ну и красиво будет по фасончику. Девочки, я передумала так шить. Слишком это муторно. Ручками подшивать. Сейчас я отпарю и по-другому немножечко сделаю. Да, процесс такой. Мысль приходит опосля, когда уже сделаешь. Ну что ж, такая большая ножница. В общем, отпарываем. Мы сейчас сделаем намного проще. Смотрите. Сейчас я отстрочу прям вот до сюда. Вот так пойду по кругу, сюда приду. Потом я соединяю подкладку с нашим верхом. И вот отсюда я начну притачивать вот этот воротник. Вот так втачаю воротник. Когда мы его вывернем, у нас здесь будет шовчик. Я его обработаю. Нет, не так. Вот так. Вот так. Вот здесь у нас получится шовчик. То есть лицо воротника мы соединяем с изнанкой пальто. Потом вот этот шов у нас будет сверху. Мы его вот так вывернем. И все, у нас воротник будет стоять. Вот так вот. Вот таким вот образом. А вот этот шовчик мы прям зигзагом прометаем. Все, отлично, пошла. Вот так я пришила воротник прямо поверху. Теперь отрезаю все лишнее, не трогая кожу. Она у нас там остается. Вот так все срезаем. И сейчас мы настрочим, когда мы вот так повернем сюда, прям вот тут поверху мы проложим строчку. Не зигзаг, ничего, просто вот тут строчку. И у нас воротник сразу закрепится, и он будет держать форму, вот так стоять. Здесь у нас не будет видно никаких махров. Мы их просто закроем этой строчкой. И дальше, как я уже говорила, мы просто приклеим кожаную планочку вот сюда, вот на эти штуки. Ну, как-то выходить надо из положения. Что ж, если ошибочка произошла в самом начале. Все, вот так вот идем, отстрачиваем прям вот сюда. Я вам сейчас покажу, прям вот сюда на миллиметр. Вот смотрите, я отстрочила прям вот здесь вот на миллиметрик. Здесь у меня он не попал, потому что он не загибался. Теперь вот это вот
Оно мне мешается. Я его сейчас буду срезать. Прям срезать именно вот отсюда, где идет воротник. Вот так вот. Хопс. Так. Теперь он ложится прекрасно. Прям вот тут лишнее тоже надо убрать. В общем, все махры, которые повылазили из-под строчки, их надо убрать. Все, вот теперь воротник. Смотрите, как хорошо ложится. Так. Я хочу сделать кармашки. Вот здесь тоже приклеить. Я включила клей-пистолет. Высший пилотаж сделать прорезные кармашки, но на такой мелочи, на такой вот мелкие слишком детальки я даже не буду заморачиваться. Это уж совсем миниатюра. Зачем так изощряться? В общем, вот здесь я вот так кармашки приклею. Якобы туда уходят руки. Дальше приклею. Где? Планочку. Сейчас я ее отрежу, приклею и лишнее срежу. Вот здесь вот так возьму, прям вот к воротнику ее, вот так обогну и приклею. То есть она будет небольшая, совсем небольшая. Сейчас приклею, покажу. Сначала я приклеиваю низ. То есть вон ту часть нижнюю, чтобы она хорошо зацепилась. Теперь я смазываю клеем. Знаете, так классно работать с кожей. Вот что хотите, можно сделать. Получится все. Все, что задумали. Потому что на таких мелких деталях это нереально просто что-либо вытворить. Лишнее вот так отрежем. Клей тут вылез. И вот это лишнее тоже вот так срежем. Хопс. И у нас получается вот такая вот деталюшечка. Надо же так клеем. Лучше тогда клеить вот отсюда. Сейчас следующую заклеим, покажу как. Не снизу, потому что снизу получается лучше. Видите, как на глазах родился наряд. Теперь здесь мы срезаем точно так же. К воротнику идем. Вообще даже было бы правильнее померить все. Промерить. Это я все режу на глаз. Лучше всего, девчонки, не обижайтесь, пожалуйста, скажут, вот, режет. Ну, я всегда так делаю. Я просто всегда делаю по чувствам. Не подходит. Теперь, смотрите, я начну вот отсюда, с лица. Поровнее край. Вот так намажу. Приложу лицо. Вот. Так. И теперь будем отгибать и приклеивать другую часть. Вот здесь мы ее смачиваем, смазываем. Видите, клей начинает как вылезать. Вот, прижали, подержали, приклеилась. Вот, но тут у нас хоть клей получился там, с изнанки. Вот тут не видно, но все равно чувствуется. Дальше срезаем лишнее. Бумс. И получаем результат. Все, тут тоже клей вышел. Так, теперь клеим кармашки. Чтобы кармашки приклеить, надо их ровненько, то есть положить сначала вот так. Вот у нас идет уже. Так, сделаем на эту сторону, сделаем тут красивовше. Или на эту сделать. Так,
Так, смотрите, кармашки мы тоже будем клеить на глаз, потому что здесь мерить-то и нечего. Можно на куклу одеть. Можно положить. Мне такое чувство, что вот это потолще. Мой глаз алмаз. Так. О, можно даже поближе их точно. Прям хорошо легла поближе. Не где-то там, а вот тут. Когда руки выходят, они прям вот здесь. Клеим. И приклеиваем. Теперь главное сделать одинаково. Теперь либо петельки я пробью, либо сделаю на липучечках. Знаете как? Тоже вот сюда подойдет очень фасончик такой. Сейчас покажу идею. Так, так, так. Вот смотрите. Взять какие-нибудь вот такие застежки. Такие раз. О, кстати, вот так вот ее так раз. И вот здесь два. Вот мешаются карманы, конечно. Либо кнопки сейчас приклею, а сюда вот такую планочку, может, продолжу. В общем, сейчас буду думать, что дальше сделать. И я хочу приклеить вот этот уголок прям к пальто, чтобы он не задирался, чтобы он вот так лежал. Классненько прям так лежал и никуда не девался. И с этой стороны точно так же. И у нас получается супер, просто супер. Вот так оно все лежит. Вот. Ну что, как бы сделать пуговки? Каким бы цветом? Точно я бить тут не буду. Вот эти петельки. Сейчас что-нибудь придумаем. И сейчас будем экспериментировать дальше. У меня пришла идея. Кстати, я оторвала карманы, они мне мешались. Вот тут я хочу сейчас сделать вот такие вот штучки на липучечках. Прям делаю дырочку. Сейчас я их отрежу сначала. И вот сюда приклеим. Я их и приклею, и прикнопил кнопочкой. Штучки 3 сейчас сделаем. Идеи рождаются прямо на ходу. Так, теперь нам надо сделать дырочку для кнопочки. И прикнопить. Вот она у нас кнопочка. 3 штучки я их делаю. Вот таким приборчиком. Так, и вот здесь мне тоже надо сделать дырочки. Вот здесь сейчас сделаю дырочку. Дырочку надо аккуратно делать, потому что ткань очень сильно сыпется. Но видите, даже можно дырочку не делать, она сама по себе. Вошли ножницы туда, так что смотрите, чтобы ткань не разлезлась, прям аккуратненько. Вот у меня даже без дырок она хорошо зашла. Теперь вот это туда толкаем. Вот она прям будет отлично сливаться вот с этой штучкой поверху, которая идет, и будет прям отлично. Так, я вот так ставлю. Взяла такие кнопочки, чтобы они были, ну, не бросались в глаза, а прям вот такие хорошенькие по цвету. Так, сюда бы тоже бы такой пробить. Кстати, да. Сюда я тоже пробью и туда приклею эту
Ой, как здорово, мне прям нравится. Нравится, нравится. А теперь главное их сделать на правильном расстоянии друг от друга. Я, наверное, сейчас вот эту сделаю, а потом эту посерединке уже прикону. Поближе, прям вот так. Девочки, процесс вот зародился у меня только что. Я делаю что-то, и оно приходит продолжение. Поэтому вы сначала посмотрите весь процесс, а потом делайте, чтобы вам не совершать тех ошибок, которые я уже совершила. Там карманы приклеила, например. И не ругайтесь, пожалуйста. Да, у меня всегда такой процесс идет. Все спонтанно и неожиданно. Мало ли как получится, да? А вдруг получится очень хорошо. Но всегда хорошо получается. Так что творение — это процесс непредсказуемый. Скажу так. Раз. Ну, классный такой приборчик. Я его купила, знаете где? В «Три катушки». Сайт называется. И там же купила вот эти все клепочки. Потому что они продавались прям сразу с насадками там. Я купила маленькие для кукол. Там для людей можно все купить. Для одежды кнопки. В общем, сейчас такое изобилие всего, что диву даешься. Можно такое творить, вытворять. Ай, не лезет третий, не лезет. Не хочет залазить. Залезла. Ну. Чувствую, что она пошла не так. Вот я этого... Поэтому она и не лезла. Не хотела залазить. Я сейчас чуть-чуть сдвину. Вот сюда. Так, в общем, выбилась из строя. Делаем дырочку другую. Нет, у меня тут не дырочка, у меня тут я просто ткань расшатырила ножничками. Вот здесь сделаем. Чуть-чуть прям подальше. Дырки тут нету. Но надо сделать чуть подальше. Вот ткань, да, сама расползается в разные стороны, куда надо. Не, ну что ж такое-то? Ну что ты застрял? Ну почему ты застрял? Так, примеряем. Так, теперь переехал. Сейчас, третий дубль. Слишком далеко уехали. Вот сюда. Уже на глаз. Так. О, попало. Так. Вроде бы нормуль. Вот тоже бы, чтобы с сапогами гармония была. Вот здесь бы нарисовать бы что-то такое. Золотой крас, даже не золотой. Какой-нибудь бронзовый. А теперь мы вот так застегиваем. И я вот сюда сейчас прикноплю вот такие же штучки. И потом они будут у меня вот так соединяться.
Все, конец этих штучек-то у меня. Последние 3 остались. Они будут соединяться на липучечке. Никаких не будет пуговков, будут липучечки. И, кстати, очень даже хорошо будет, потому что, знаете почему? Потому что не будут они болтаться ветром. Они будут такие плотненькие, потому что на них клепочка на конце. Они будут такими хорошо держащими форму. Так. И вот так теперь. Клей, ой, как она называется-то? Штучку я буду приклеивать. Липучку я буду приклеивать клеем пистолетом. Вот, смотрите, как здорово получается. Прям вообще супер. Вау. Прям неожиданный наряд. Вот я видела пончо, но вот таким я его не видела. Это только сейчас пришло. Открылся следующий шаг. Портал открылся. Этого образа нет. Главное начать делать. Он приходит в процессе. Такое дело хорошее. Так, все. Теперь берем клеевую. И вот на эти штучки мы... Так, куда нам? Куда? Вот эту я приклею, наверное, вот сюда, а эту сюда. То есть мягенькая пойдет вот сюда, на эти штучки. Мягенькая. Вот такая длинненькая планочка будет, чтобы она нам пальто не корябала. Длинненькая, тоненькая. Включаю клей-пистолет. А туда пойдет не длинненькая, а такая квадратненькая, маленькая. Вот так вот. Вот их хватит на 3 штуки у меня, я думаю. Вот так. Нет, лучше на 2. Делаем, чтобы она цепляла лучше. Вот так вот. Раз, два. И еще одну сейчас вырежу. Сейчас приклею. Вот эти 3 и эти тоже 3. Ладно, еще одну вырежу. Ну что, приклеиваем прям вот сюда. Не нагрелся. Сейчас нагревается, и мы клеим. Ой, беспорядок-то какой. Приклеиваем. Можно, в принципе, было намазать вот эту саму штуковину, чтобы у нее все приклеилось, не оставалось никаких сторон пустых. Так. И вот так. Липученькие детальки. Это просто что-то. Так. Ай, это мы приклеили. Теперь мы заворачиваем, отмечаем и вот сюда приклеиваем нашу штучку махонькую. Вот так раз. И можно даже застегнуть. Вот так раз. И подержать. Вот какая прелесть. Следующую штучку. Прям сейчас намажу ее. Сюда. Так. И застегиваем. Следующую. Все, девчонки. Пальто готово. Ну, не пальто. Пончо. О, класс. Просто класс. Просто
Это просто супер. Раз, так, два, застегнул. Сейчас будем на куклу примерять. А, кстати, можно даже и кармашки приклеить теперь. Посмотреть, куда они лучше лягут. И приклеить их. Так. Уже тут лежат кармашки, ждут своей очереди. О, ну как? Здорово, да? Как хотел сказать, рыцарь. Как, девочки, как коммунист, да, как их там называли-то раньше, революционер, которых так дым-дым-дым. И вот сюда можно, кстати, приклеить вот эту штучку. Куда-то вторая делась, и неизвестно куда. В общем, сейчас еще одну отрежу. Кармашку. Поняли, да, что я хочу сказать? Меня уже муж узнает, что я говорю. Как я только начну говорить, он понимает меня без слов. Это приятно. Так. И прям я вот так их приклею прямо, без всяких углов. Чувствую, что тоньше. Тоньше нам не надо. Сейчас мелкие детальки такие. Сейчас наклеюсь и покажу вам процесс весь. Я работаю, да, в таком режиме. Попрошу не критиковать. Не отмеряю ничего. Это, знаете, не женская, не одежда, где там надо 7 раз отмерить, 1 отрезать. Здесь все малепусенькое. Поэтому здесь мы так. Слушайте, ну супер, мне нравится. И шляпочка сюда так бумс. Класс, да? Класс, класс, класс. Ой, какая прелесть. Прям англичанка. Англичанка.